Дорогие друзья, наконец-то наступило долгожданное лето, время отдыха, отпусков и хорошего настроения. Каждый год перед летом встает один и тот же вопрос: куда поехать отдыхать? Какие интересные места можно посетить этим летом и в какой город лучше поехать, если надоел пляжный отдых? В этом видео я сделала подборку городов России, где можно классно и с пользой отдохнуть этим летом. Ну а перед началом видео не забудь подписаться на мой канал и поставить кнопку в топ. Меня зовут Лиза, всем приятного просмотра. Первый город в списке обязательного посещения – это Суздаль. Суздаль находится во Владимирской области и входит в Золотое кольцо России. Поездку в Суздаль часто совмещают с экскурсиями во Владимир и Муром. Здесь доступны цены на гостиницы, близкое расположение к Москве и многовековая история. В Суздале стоит посетить такие достопримечательности, как Суздальский Кремль, Покровский монастырь, музей деревянного зодчества и крестьянского быта, и также отправиться на речную прогулку по реке Каменке. Помимо этого, я советую посетить Суздаль именно в июле, и вот почему. 19 июля ежегодно в Суздале проводится День огурца. Праздник возродил былую славу хрустящего овоща и сделал его одним из брендов города. Здесь можно прогуляться по традиционным для фестиваля рядам, поучаствовать в мастер-классах и попробовать огуречные деликатесы. Только в Суздале в этот день можно увидеть огурцы жареные, варенье из огурцов, пироги с огурцами и другие не менее удивительные кулинарные изыски. Красноярск является одним из крупнейших городов Сибири, и многими он признан как культурный и туристический центр. Здесь вы можете в полной мере прочувствовать весь сибирский колорит, поближе познакомиться с культурой региона и отведать блюда местной кухни. В первую очередь стоит посетить горы Красноярска: Торгашинский хребет, гора Мунуку-Сардык, гора Шмидта и другие. Помимо этого стоит посетить еще и парк отдыха «Сибирская Венеция», фан-парк «Бобровый Лог», в котором можно прокатиться на трассе с обзором на Красноярск, а после покататься на качелях над облаками и, конечно же, понежиться в бассейне. Да-да, все это есть в фан-парке «Бобровый Лог». А также у Красноярска есть безумно красивая набережная для вечерних летних прогулок. Нижний Новгород находится в центральной России и является одним из самых населенных городов в стране. Нижний Новгород всегда был в самой гуще исторических событий. Здесь собирались войска для походов на Казанское ханство, а во времена смуты формировалось знаменитое ополчение, которое освободило Москву от польских интервентов. Сердце города – это Нижегородский Кремль. На его территории располагаются городская филармония, художественный музей, исторические экспозиции и регулярно проводятся выставки военной техники и современного искусства. Помимо этого, в Нижнем Новгороде есть канатная дорога, с которой открывается прекрасный вид на город. А для любителей поностальгировать можно посетить музей старинной техники. Музей представляет собой уникальное собрание старинной техники и инструментов известного нижегородского коллекционера Вячеслава Хуртина. Местные также рекомендуют посетить зоопарк Лимпопо. Это первый частный зоопарк в России, который расположен в Московском районе города. На данный момент в зоопарке представлено более 230 видов животных. Йошкар-Ола, столица Марий-Эл, славится гостеприимной марийской культурой, вкусными национальными блюдами, ёшкиным котом и копиями достопримечательностей из других городов и стран. Так что же стоит посмотреть в этом городе? Набережная Брюгге считается одним из самых красивых мест в Йошкар-Оле. Йошкар-Олинский дворец бракосочетаний построен в рамках проекта по возведению набережной Брюгге и выполнен в готическом стиле. Ёшкин кот
Вальяжный кот на скамейке перед Марийским университетом появился в 2013 году. Местные поговаривают, что он исполняет желания. Помимо этого, в Йошкар-Оле доступные цены на жилье, недорогие кафе и еще множество красивейших мест. Также рекомендую посетить поселок Юрино, которое находится недалеко от столицы. Там находится замок графа Шереметьева и усадебный парк. А в Козьмодемьяновске рекомендую музей крестьянского быта под открытым небом. В нем собрано огромное количество памятников, зодчества, предметов быта и труда. А вы когда-нибудь были в Йошкар-Оле? Напишите в комментариях. На этом список городов для обязательного посещения и отдыха, конечно же, не ограничивается. Поэтому в скором времени выйдет вторая часть, продолжение этого видео. А чтобы не пропустить новое видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. А также напишите в комментариях, какие города России для отдыха вы рекомендуете и почему. С вами была Лиза. Всем пока!